Доллар США уже давно господствует на международной арене, будучи основной валютой мировой торговли и главной резервной валютой планеты. Это не просто валюта, а мощный экономический инструмент, который позволяет США легко покрывать дефицит собственного бюджета и манипулировать международными экономическими и политическими процессами. Представьте себе страну, которая может просто напечатать деньги для покрытия своих расходов. Но что если на горизонте взойдет достойный соперник? Как это может повлиять на правила игры? Смотрите до конца, и вы узнаете, есть ли шансы у китайского юаня потеснить доллар США. Юань пока далек от того, чтобы составить доллару конкуренцию в глобальном масштабе. Но с каждым годом его влияние растет. Прогнозы показывают, что его роль в международных расчетах будет увеличиваться. В последние годы Китай предпринимает активные шаги для усиления позиций юаня на международной арене. Представьте себе, международные межгосударственные сделки, международная торговля с участием транснациональных корпораций, даже энергетические связи с Россией и странами Ближнего Востока. Везде появляется китайская валюта. Уже к июлю 2024 года юань занял 4-е место в международной торговле, достигнув доли без малого в 5% от всех глобальных платежей. Китай явно не собирается останавливаться на достигнутом. Что это значит для нас? Сможет ли юань действительно потеснить доллар? Чтобы поддержать этот стремительный рост, КНР все больше открывает свой финансовый рынок для международных инвесторов и проводит масштабные реформы, направленные на увеличение капитала в юане. Если Пекин продолжит укреплять свои торговые связи и удерживать темпы экономического роста, мы можем ожидать, что в ближайшие годы юань станет серьезным соперником доллара. Взглянем на яркий пример – Россия и Саудовская Аравия. Когда в 2022 году против России ввели очередные санкции, юань стал ключевой валютой для двусторонней торговли. Особенно активно его стали использовать в энергетическом секторе. А как насчет нефти Саудовской Аравии? В том же 2022 году во время визита председателя Си в Эр-Рияд была достигнута договоренность о заключении сделок в юанях. Уже в 2023 году страны подписали соглашение на продажу нефти на 50 миллиардов юаней. Это примерно 7 миллиардов долларов. А всего Саудовская Аравия продала нефти в 2023 году на 250 миллиардов. Кажется, не так уж и много, но примечательно, что это событие фактически положило конец нефтедоллару. Ведь с 1974 года Эр-Рияд продавал нефть исключительно за доллары США. Еще несколько лет назад об этой угрозе американской валюте говорила помощник министра финансов США. Посмотреть это видео можно на нашем канале. Однако готовы ли другие страны последовать примеру Саудовской Аравии? И здесь на сцену выходит БРИКС. Союз таких стран, как Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Они активно пытаются снизить зависимость от доллара. На саммите в 2023 году активно обсуждали расширение использования местных валют в торговле между странами-членами организации. А Китай стоял в авангарде этих инициатив. Все это часть глобального процесса дедолларизации. БРИКС также создал 2 ключевых института для продвижения своих инициатив. Новый банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Эти банки уже начинают рассматривать возможность выпуска долговых обязательств в местных валютах стран-членов. А это значит, что будущее мировой финансовой системы будет трансформироваться, сокращая зависимость от доллара США. Конечно, интернационализация юаня – это сложный и длительный процесс. Пекин контролирует движение капитала и не хочет полностью открывать свой рынок, чтобы сохранить финансовую стабильность. Это необходимо для защиты от внешнего давления. Китайская экономика уже доказала свою надежность и стабильность. Но сможет ли юань стать полноценной глобальной валютой без полной конвертируемости? Время покажет. Тут следует отметить, что в Пекине крайне не заинтересованы в стремительной девальвации доллара. Все дело в том, что именно США и ЕС являются основными потребителями китайских товаров. А значит, сильный юань не выгоден Китаю как экспортеру. Интересно, что Китай медленно ослабляет контроль за движением капитала. И это может дать толчок для дальнейшей интернационализации юаня. Мы видим, как доллар постепенно теряет свои позиции. Повышение процентных ставок Федеральной резервной системы США укрепило доллар в краткосрочной перспективе, но вызвало волну беспокойства о его долгосрочной устойчивости. Использование доллара в качестве финансового оружия только подогрело усилия по отказу от его использования. Авторитет юаня, напротив, продолжает расти вместе с китайской экономикой. Китайские валютные резервы достигли рекордных 3,3 триллиона долларов в сентябре 2024 года. Это размер ВВП Великобритании или половина ВВП России. Эти огромные резервы укрепляют доверие инвесторов и дают Китаю свободу маневра на мировой арене. Но хватит ли этого, чтобы сместить доллар с пьедестала? На горизонте маячит новый мир. Доллар, вероятно, не сдастся без боя, но усиление юаня – это сигнал перемен. Мир диверсифицируется, и это отражает изменение глобальной экономической структуры. Как вы думаете, сможет ли юань реально потеснить доллар на международной арене в ближайшее время? Спасибо за просмотр. Если вам понравился материал, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.